Все ингредиенты перед вами. Итак, начинаем. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Добавляю чайную ложку соли или 7 грамм. Перемешаю. Затем добавляю 70 грамм сахара. Перемешаю тоже. Пачку сухих дрожжей 7 грамм. Тоже перемешать. Добавляем 2 яйца сюда. Добавляем 250 миллилитров молока. Молоко должно быть комнатной температуры. И теперь осталось только замесить наше чудесное тесто. Переносим тесто на стол и здесь закончим формирование его. Вот так минут 5 поработаем с нашим тестом, чтобы вся мука была вовлечена. Завернем тесто в пленку. Теперь кладем это тесто в холодильник на 1 час и затем продолжим. Наше тесто пробыло в холодильнике 1 час. Теперь займемся раскатыванием этого теста. Для этого нам понадобится, конечно же, скалка, дополнительно мука при раскатывании и сливочное масло 250 грамм. При раскатывании этого теста обязательно нужно использовать дополнительно муку. Постараемся придать этому тесту прямоугольную форму. Здесь у меня в пачке 250 грамм масла. Это масло не должно быть очень мягкое и не должно быть твердое. То есть примерно за 30-40 минут до использования достаете из холодильника, чтобы оно слегка размягчилось, слегка, не сильно. И затем вот так вот постараемся примерно на половину этого теста равномерно распределить это масло. Примерно сантиметр по краям оставьте тоже, чтобы было потом удобно защипнуть наше тесто. Вроде бы я все равномерно вот так на половине распределила. Теперь вот этой второй половинкой мы накроем это масло. Края вот здесь постараемся вот так пальчиками защипнуть, чтобы во время раскатывания масло это не вышло. И теперь самое главное, приступаем к раскатыванию этого теста. Обязательно используйте дополнительно муку. Вот так вот я разверну это тесто, чтобы мне было удобнее. Так, снизу тоже подсыпем муку, сверху. Это я уберу, чтобы не мешало. Теперь постараемся, насколько это возможно, в длину и в ширину раскатать это тесто. Подсыпайте муку обязательно снизу тоже. И теперь в ширину вот так раскатаем. Мука очень впитывается в это тесто, так что обязательно проверяйте и подсыпайте муку дополнительно. И сверху также. Посмотрите, как тесто раскатано. Посмотрите примерно вот какая, несколько миллиметров толщиной получилось. Теперь убираем излишки муки и складываем тесто. Вот так до середины доносим. Постараемся вот так придавить это тесто. Отсюда тоже уберем излишки муки. И теперь вот эту половинку тоже сложим. И вот здесь примерно в середине их края можно соединить. И отсюда излишки муки убираем. И складываем еще напополам. Теперь разворачиваем это тесто и
Опять раскатываем, но на этот раз уже на меньшую длину и ширину, насколько это возможно. Пользуйтесь мукой, не забывайте. Вы видите сами, насколько меньше мы смогли раскатать тесто во второй раз, но это нормально. Теперь опять складываем тесто. С середины всегда убирайте муку излишнюю. Постараемся донести до середины. И с этой стороны тоже вот так до середины. Муку убираем отсюда. Складываем еще пополам. Перенесем это тесто или на большую тарелку, или на деревянную доску, как вам удобнее. Это тесто нужно обязательно накрыть пленкой, или можно использовать чистый целлофановый пакет. Так, накрываем. И повторно ставим в холодильник. И еще на 1 час, можно больше, но не меньше. Можно на пару часов поставить. И затем приступим к следующему окончательному раскатыванию. Я была немножечко занята и оставила тесто в холодильнике около 2 часов. Но это ничего страшного. Главное, что больше 1 часа оно пробыло в холодильнике. Раскатываем тесто точно так же, как мы раскатали в первый и второй раз. Используем муку обязательно дополнительно. То есть раскатываем на всю длину и ширину, на какую вы сможете. И затем сложим и повторно уже на меньшую длину и ширину раскатаем. Теперь вот излишки муки уберем отсюда и сложим это тесто так же, как и в первый раз мы сделали. То же самое с этой стороны, вот так вот сложим. Излишки муки убираем отсюда. Вот здесь вот так постараемся соединить. Еще напополам сложим, затем вот так разворачиваем. Обязательно подсыпайте муку снизу. И опять раскатаем, но уже на меньшую длину и ширину. Уже и не получится так же, как и в первый раз. Осталось очистить от муки излишней. И складываем вот так примерно до середины. Убираем излишки муки. С этой стороны тоже вот так вот донесем до середины наше тесто. И отсюда уберем излишки муки. Сложим и еще напополам. Наше чудесное тесто готово. Мы возьмем эту тарелку. Вот так вот. Накрываем пленкой. Можно использовать ту же самую пленку. И теперь ставим в холодильник минимум на 1 час, а еще лучше на несколько часов. И затем можно будет уже выпекать из этого теста всякие вкусности. Кстати, это тесто может храниться очень долго, даже до 1 года в морозильнике. Спасибо вам за просмотры, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.